Привет, мои дорогие! Предлагаю вам расклад на такую тему. На что мужчина решится в ближайшее время? Расклад будет для вас актуален в тот момент, когда вы нажали «Посмотреть». Я буду делать на синих картах. Это игральные карты. На что мужчина решится в ближайшее время? Мы просмотрим его мысли, чувства, действия. А также мы просмотрим вас. Карты дадут вам совет, что вам делать, как вам быть, как вам поступить. Я убираю покерные карты. Кстати, если я иногда использую большую колоду игральную с единицы 2-3 до десятки. И такие карты, они активированы как младшие арканы Таро. Такое гадание тоже имеет быть. Но это наше традиционное гадание, которое нам перешло от бабушек с вами. На что мужчина решится в ближайшее время. И здесь будет задействован мужчина ваш, как червовый или червонный. Я говорю червовый, мой такой сленг от бабушки перешел. У вас может быть червонный, червовый король, то есть мужчина, который вас любит. На что он решится в ближайшее время. Всем советую смотреть расклад, если даже у вас отношений нет, потому что иногда бывают кармические отношения даже из прошлых жизней. Когда исцеляется, у вас успех. Успех не только в отношениях, во всех сферах жизни. Такие расклады очень полезные и для вас очень удобно смотреть. Выгодно смотреть. Выгоднее всего смотреть с начала до конца. То, что резонирует, берите для себя. То, что не резонирует, можно отбросить за ним ненадобностью. Или же просто послушать, потому что, может быть, как я еще сказала раз, что-то нужно исцелить из родовой памяти. Расклады очень полезные, очень. Итак, на что же мужчина решится в ближайшее время? Мужчина вас любит, по-моему, это будет у нас червовый король, да? Поснимаю от себя, делаю расклад для вас. И вы будете здесь червовая дама. Невзирая на возраст или еще на какие-то параметры, это не важно. Мы ищем вас и его. И здесь мы посмотрим карты, которые будут в колонке перед ним. Вот видите, он вышел. Это его прошлое. Те карты, которые будут после него, это его будущее. А то, что прямо на его линии, это настоящее. И еще будет один ряд, ваш ряд. Потому что здесь вы, разве здесь не вышли, вы будете в третьей колонке. Всего 36 карт, и у нас 3 колонки по 12 карт. Итак, вот вы вышли. Мы смотрим здесь диагностику. Что я вижу о мужчине, что могу здесь сказать? 2 восьмерки на его линии. 8 – это взаимодействие. Это влюбленность, конечно, разговоры любовные и разговоры деловые, семейные взаимодействия. С мужчиной будет в скором времени, потому что он настроен на это взаимодействие. Да? Что было у него? 2 короля. Король бубен и король треф, и с ними взаимодействие было 9, это какие-то отношения деловые, бубен, может быть на предприятии, коллеги, друзья. В общем, разговор шел о бумагах или о деньгах. В будущем у мужчины вот эти 6 карт покажут хлопоты семейные, либо же деловые. Трефовая мазь показывает хлопоты семейные, либо деловые. При ранней дорожке, то есть довольно скоро, и там будет замешана дама пик. Это может быть и мать, или сотрудница, или начальница, или сестра, какая-то женщина, которой он никаких вот таких романтических чувств не испытывает. Потому что деловые хлопоты. Или какая-то деловая женщина будет хлопотать о нем, и, может быть, с деньгами что-то связано, или с семьей. Еще у нас здесь выходит туз треф. Я смотрю только прямые в этих рамках. Туз треф и, ну, конечно, казенный дом, где он намерен встретить какого-то мужчину, делового мужчину или такого, знаете, серьезного, постарше, с которым у него будет взаимодействие. Взаимодействие с этим мужчиной будет довольно дружелюбное. Он переживает об этом, хлопочет о трефовом доме, о доме казенном. Ну, хлопотать ему нет смысла, потому что все у него будет хорошо, он не должен волноваться. В общем, у него вот такая катавасия в голове проходит на данный момент. Но я сейчас буду делать еще расклад.
у вас, вот вы в этой колонке вышли, и в этом ряду то, что сейчас с вами происходит, чего вам не видно. То, чего вам видно, вы знаете себе. А то, что не видно, это пустые хлопоты о встрече с кем-то. Да, потому что он в любом случае хочет с вами встретиться. Не стоит даже хлопотать об этом. В вашем прошлом я вижу трефовую даму. Это может быть мать, сестра. Это может быть да, женщина приятная и неприятная, потому что туз пик говорит, что это может быть вполне возможно завистница или та, которая сплетни о вас пускает. Все связано с бумагами или с деньгами, и идут разговоры за вашей спиной. Какая-то трефовая дама судачит и довольно злословит, я бы сказала, даже, где какие-то такие наговаривает на вас. И еще здесь у нас вот в вашем личном доме, девятка, трефи, семерка, пик. Мне говорит о том, что в ваш дом приходил неприятный вам человек, вплоть до вашей матери, кто сестра, соседка, неприятный человек пришел к вам, и вам нужно было решить какой-то вопрос с этим человеком. И я вижу здесь вот продолжение этой истории, да, вопрос еще пока не решен. А в вашем будущем, вот здесь, мы видим, что будут хлопоты сердечные хлопоты, и связано с тем, что, может быть, вы поссорились недавно со своим сердечным другом, вот здесь, и ссора была, какая-то мелочная ссора, по какой-то мелочи, даже на пустом вроде месте, и будете хлопотать, и он будет хлопотать, чтобы помириться, это в будущем, будете хлопотать. Ну вот, ваша пара. Эта колонка к вам не относится. Сейчас я буду карты собирать, чтобы делать дальнейшие расклады. Предлагаю вам устроиться поудобнее, послушать то, что резонирует, брать себе, то, что не резонирует, можно отбросить за ненадобностью. Или же прислушаться в любом случае. Я советую прислушаться в любом случае. Итак, ну что ж, смотрим, на что он решится в ближайшее время. Любой цыганский расклад – это модификация кельтского креста. Если кто не знает, я ленорманист и картомантик, такой энтузиаст, знаете, знаю всю вот эту историю, да, так что здесь не сомневайтесь. Выкладка древняя, и она более классическая, чем вы, наверное, знакомы, да, она более классическая выкладка. Итак, мы смотрим. Я спрашиваю для вас, для тех, кто смотрит. Каждый услышит свои слова. Что это за карта? Да, вот видите, была какая-то ссора у вас. У некоторых проиграется, что была ссора, и вы хотели бы знать, или же вы ждали чего-то от него, он не решался. Какие-то напрасные ожидания встречи, да, были. Сейчас посмотрим. Вот пообещал и не пришел, да? И вы ждали его, а он не пришел. И были слезы по этому поводу. Ну, плакать, знаете, иногда можно немножко поплакать, но лучше так настроиться на позитив. И мы будем смотреть. Ну что ж, мужчина у нас любящий, будем надеяться. Посмотрим, как он проявится. Посмотрим, как он будет проявляться. Итак, это у вас под сердцем у обоих. Совет ему и вам. Первый совет ему вот под его сердце, второй совет вам под ваше сердце. Хорошо, будем смотреть. Итак, если вы уже загадали на эти карты и готовы к раскладу, я начинаю. Основание того, что у вас, у обоих есть, вот зачем вы встретились, да, эти как раз карты, немножко сдвину, чтобы было видно, зачем вы встретились. Кармические ли эти отношения, по судьбе ли, вот эти карты покажут. И кармические отношения, туз пик, понимаете, да? Кармические отношения. И любовный интерес, конечно, притяжение на фоне такого сексуального очень сильное. По судьбе мужчина, десятка червовая, по судьбе. Интерес любовный был не напрасный, он по судьбе, но то, чтобы карму какую-то отработать. И это может быть какие-то нестыковки у вас, какие-то небольшие моменты. Вот
И в кармические, в то же время по судьбе отношения. Так что я вижу, что это мощно. Продолжение будет следовать, скорее всего, и потому что такие отношения, они так просто не проходят. Что уходит из ваших отношений? Уходят какие-то две дамы. Это может быть его бывшая или его мать одна, другая бывшая. Обе дамы имели к мужчине какой-то денежный, финансовый интерес. Больше ни одна из этих дам его, знаете, не любила такой безусловной любовью, а скорее всего это такая любовь, либо зависимая, либо это даже не любовь. Вот мать, еще одна женщина, там было связано что-то с деньгами, то есть финансовая зависимость. И какая-то манипуляция была, но это уходит. Что придет? На что он решится, что придет? Скоро встретитесь с ним. Пустые хлопоты какие-то, пустые разговоры, не нужные ни вам, ни ему. Понимаете? Потому что десятка пиковая, эта карта показывает на иллюзии, на пустые привязки какие-то, пустые надежды. Вот пустые надежды, пустые хлопоты, туз пик. Встреча будет, и это предупреждение, что на мелочи, там, где вы не совпадаете, там люди, где уже не совпадают, там нужно оставить это. Потому что кто-то судачит за вашей спиной, было показано, и это не помогает вашей паре. Так что здесь вам подсказка сразу идет. Не концентрироваться на том, что незначимо. Искать, наоборот, точки соприкосновения. Если у вас будущее, здесь особенно будет показано, решится он на какой-то шаг. В будущем мелкие карты вышли, как вы видите. Будет свидание с ним, точно. Может быть, здесь вы договариваться будете с утра, вечером встретитесь. Так, 6, 8 и 9, да, и разные масти. Конечно, вы напряженные, и он напряжен. Девятка, треф, карта неплохая, особенно для таких отношений более семейных, которые тут уже к семье, или уже, может, есть семья. Потому что это привязка, это сердечная привязка. У мужчины к вам есть сердечная привязка, и есть любовный интерес сильный. Это разговоры, любовные разговоры, потому что сердечная привязка. Он думает о вас постоянно. Вот это 3 карты вместе, особенно вечерами. И хоть карты незначительные в будущем, такие мелкие, да, но еще не одна встреча будет перед тем, как он примет решение. Но влюбленность есть, влюбленность точно, 100% есть. И есть тоже, девятка трефа, да, даже лучше, чем червовая карта. Потому что она показывает на то, что у него есть привязанность к вам, сердечная привязанность. Мелкими шагами все постепенно будет улучшаться. Он решится на шаг, но не сразу. Мелкими шагами будет идти. Итак, здесь важны 2 позиции. Вы и он. Как высшие силы вас видят, его, кто вы в отношениях, кто он и так далее. Это такие важные вопросы. Вот смотрите, выходит, что у вас еще, у некоторых проиграется, есть еще один мужчина. Это или новый знакомый, или будет, или уже есть, который, в общем, следит за вами. Просто каждый шаг ваш прослеживает, да. Мужчина очень заинтересован в том, чтобы знать о вас все, хочет знать о вас все, другими словами, да. У него интерес к вам, знаете, какой? Деловой и семейный. Может, что-то из семьи, но может такое, что вы одного любите, с другим живете. У некоторых так проиграется. У некоторых проиграется что-то ваш бывший, который до сих пор за вами следит, до сих пор хочет встретиться и взаимодействовать. Вы думаете о 2 мужчинах, у некоторых будет так. У некоторых, что это один мужчина, но вам бы хотелось его немножко помучить, потому что он вас обидел, вы хотели бы его немножко помучить, как бы, да. Вы не знаете, сможете ли вы, хватит ли у вас на это, терпения, потому что вы его любите, но вам хотелось бы его помучить немножко. Здесь такая вещь о вас, да. Теперь мы посмотрим о нем, что-то узнаем новенькое. Заботы у него денежные, у него по карьере заботы идут, у него идет карта казенного дома, казенные заботы. Но он хочет заработать, может, на подарок вам. Потому что девятка червовая – это просто любовь. Он работу любит. Получается, он здесь и работу любит, и вас любит. Так что правильно живет. В общем, это, наверное, правильно, потому что работа – это самореализация, это
раскрытие своих талантов, это интересно каждому человеку. Он работу тоже очень любит, да, вот. Если он говорит, я на работе, у меня голова работой забита, это правда, это не обман. А теперь чаяние, надежды или же страхи. Вот смотрите, связано все с какими-то бумагами, которые вас очень напрягают. Сейчас, может, с вашей мамой идет разговор, или где-то в семье идут разговоры, какие-то на повышенных тонах разговоры, может, наследство, бумаги, финансы, дома, там какая-то дележка, в общем, какая-то ерунда, связанная с бумагами или с покупками, крупными покупками. Разговоры идут по утрам, телефонные, или видите друг друга, но идут такие напряженные разговоры, которые вас утомляют. Утомляет вас эта вся составляющая, да, которая сейчас происходит. Угу. Итак, итог. Что посоветуют карты? Ну, хорошие карты выходят, очень хорошие. Во-первых, червовый туз. А это у нас, конечно, дом родной. Любовь с мужчиной, там, где вы вместе и счастливы, да? Я бы не сказала, что у всех проиграется 3 мужчины, естественно, нет, да. Может, один мужчина виртуальный в голове, другой, которого вы любите, а третий мужчина еще и дома. Может, это ваш сын, у некоторых и так проиграется. Вокруг вас 2 мужчины плюс виртуальный. Виртуальное – это живее всех живых, чтобы вы знали, да. Это мужчина из молодости, может быть, которого вы наградили какими-то определенными чертами характера, характеристиками шикарными, которых нет. Сейчас вы его встретите, будете в шоке. Это так бывает. Или же бывает из книг, романы. Мы, девочки, да, собирательный такой герой. Но я бы сказала, что у многих проиграется это одна личность. Это ваш человек, о котором вы заботитесь, спрашиваете. Он вас любит, он любит работу. Такой вот он живой здесь вышел. Он серьезный, он вам тоже неприятности какие-то доставлял перед этим, потому что пиковый король. А здесь он в будущем, в итоге, вот будущее, в итоге, ну вот будущее надо 6 карт смотреть, да. Он тоже проходит как деловой. Вот его весь интерес к работе, да, весь его интерес сходится к тому, что он, может, в начальнике выйдет. Понимаете, здесь вполне возможно. Он сейчас хочет карьеру сделать, в дом больше денег принести, потому что хлопоты у него денежные. Он хлопочет о деньгах очень. На что он решится? Он, мне кажется, вот судя по этому раскладу, он уже решился, да, если так все вместе буду буквально вот так, знаете, глобально смотреть, масштабную такую картину, я прямо сразу скажу, что мужчина уже решился, но он не тот человек, который будет, он не авантюрист какой-то, да, он не тот человек, который будет показывать, что он уже вот решение принял, он будет помаленьку идти, помаленьку вот эти карты, да, но интерес у него, привязка к вам есть, и это привязка любовная, это хорошая привязка, это неплохая, это привязанность любовная, она исходит из глубины любви его к вам. Ну вот смотрите, что касается вас, у него 8 червовая. Что касается работы, у него здесь 9 червовая. Можно сказать, что реализацию себя он любит чуть-чуть больше, чем вас. Но согласитесь, что каждый человек должен себя любить чуть-чуть больше, чем даже того, кто рядом. Мы, девочки, хотим, чтобы мальчики жертвовали ради нас, но это же на самом деле нельзя, да? Немножко так эгоцентрично. Романы нас этому научили, вся эта пушкинская эпоха, да? Ну, все слова. На самом деле, человек, который себя любит, реализует, он не будет обижать рядом с собой живущего. Так что, в общем, вам такой человек правильный эгоист, это правильный человек, я бы сказала, да. Ну, вот так вот здесь, девочки. Он, на мой взгляд, уже решился здесь, и он решился. Привязка у него к вам есть любовная, так что ему решиться на это было нетрудно, он просто слушает свое сердце, я бы сказала. Ну что у него под сердцем здесь? Ну вот видите, это взаимодействие, связанное с деньгами, бумагами. Он, может, хочет уже ваши отношения легализировать. То есть уже хочет, чтобы вы были женаты, если еще не женаты. Или хочет, чтобы было больше денег у вас, если вы уже женаты. Ну, это хорошая карта. Это хорошая карта. Карта переговоров, взаимодействия. Это карта взаимодействия с вами. Он хочет радостное взаимодействие с вами. Может, подарок готовит. Это хорошая карта. А с вашей стороны... Вот видите, король, бубен король. Ну, он хочет себя позиционировать, показать вам себя как короля бубен.
Вы при короле бубен. То есть он, может быть, он вот чувствует, что вам он понравится, когда он будет деловой такой денежный, да? Такое может быть. Может быть. Но дорожки ваши вот сходятся, вот у вас дорожка скоро будет. Общая, да? Угу. В общем, хороший расклад. И я бы сказала, что здесь он хочет показаться вам как любящий мужчина, который на деле доказывает свои чувства. Это очень хорошо. Прекрасный расклад. Любящий мужчина, на деле доказывающий чувства. Я думаю, что это лейтмотив этого расклада, и он очень даже позитивный, девочки, да, мои дорогие. Но если вы мальчик, наоборот, переверните все. Вот такой расклад вышел, и такой мужчина вышел на связь, такой мужчина проявился, и такие слова я взяла из этого пространства. Всем, кто меня слушал, все советы найдут, все найдут свои слова, нужные для вас. Мои расклады можно часто смотреть, это очень важные предсказания такие. Ой, я не хочу эту колоду мешать, нет, я не хочу ее мешать. То есть я не буду так делать, да, потому что у меня вот эти дополнительные карты. Я редко читаю как такую полную колоду, как младший аркан. Я чаще делаю такие традиционные наши гадания, которые к нам перешли с вами по наследству, да. Ну что ж, девочки и мальчики, будем видеться, да. Всем желаю счастья. Всем желаю счастья. Не волнуйтесь, соперница. Если соперница есть, значит, вы не безразличны людям, значит, у вас есть чему завидовать. Это намного лучше, чем равнодушие. Но об этих вещах мы будем говорить с вами в других видео. До скорой встречи, друзья. Пока-пока.